Привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры с сайта AliExpress. Ну и давайте начнем смотреть, что я получила. Вот такая цепочка. Цепочка звездочки. Всего лишь 50 сантиметров. Звездочки, я не пойму, с двухсторонние, да, двухсторонние. Ну и соединены между собой колечками. А колечки надо разрезать. Они спаянные, по-моему, неразъемные, да. Буду добавлять, делать, например, украшения. С жемчугом хотела делать. И добавлять вот такие элементы. Можно с одной стороны, можно несколько звездочек добавить. Ну и соединять уже не такими колечками, которые здесь, а потолще, как я покупала, показывала вам. Красивая цепочка. Можно и так, наверное, ее соединить и носить. Но здесь можно как-то подвесить, наверное, если захотеть. Кулон. Такая необычная, да? Ну, я не знаю, переворачиваться не будет. Я думаю, если ее ровно надевать, она будет укладываться, звездочки. И будут, я не пойму, как бы немного звездочка выпуклая с одной стороны. Как будто вот где выпуклая, это лицевая сторона. А это обратная. Мне так вот смотрится, кажется, мне так, что здесь есть две стороны. Ну, вот такая цепь. Красивая. Так, следующее. Шапочки. Вот такие ажурные шапочки. 7 миллиметров всего лишь. И вот так вот они смотрятся. Что-то необычное. Но у них как-то странно сделана форма, что они не обнимают бусинку, а просто вот так вот становятся как плоские разделители. Вот так вот. Как-то необычно. Шапочка красивая, да, очень даже. Но и они не тоненькие, нет, не тоненькие. Вот так вот они смотрятся на бусинке. Бусинка 8 миллиметров у меня. А шапочка написано 7. Ну, что-то необычное, что-то уже новенькое. Я первый раз такие беру шапочки. Но они, по-моему, их не было раньше. Вот так они смотрятся. Неплохо. 30 штук в комплекте. Можно выбрать или 10 даже, если посмотреть. Хочется сначала 10 штук, 30 и 50. А такие шапочки я уже покупала, они мне очень понравились. Но их, к сожалению, так мало. По 20 штук продают. И они у меня быстро все израсходовались в украшения. Они так красиво смотрятся на бусинке, облегают. Вот это мне нравится такой вариант. Посмотрите. Очень даже красиво. И бусинка 8 миллиметров, а шапочка 7 написано, да? И сейчас я возьму бусинку, ну пускай 10 миллиметров. И тоже красиво смотрится. Вот посмотрите. Вот такие шапочки удобно брать, что они ко всем бусинкам подходят. Посмотрите, как здорово, да? 10 миллиметров и вот отлично сидит. Вот эти шапочки мне нравятся. Но их всего лишь 20 штук. Жалко, мало, очень мало.
будем еще брать. Следующие это подвесочки, вот такие красивые. У меня очень много подвесок. Я использовала в серьгах перед Новым годом. И мало осталось. Теперь надо пополнять запасы. Вот такие красивые, посмотрите. Сверкают. Как елочка такая тоненькая. Утонченная. Так, 26,5 на 3 миллиметра толщина. Вот такие подвесочки. Очень красивые. Как елочка. Посмотрите. 15,8 миллиметров на 8,5. Такие маленькие, аккуратненькие. Можно где-нибудь в сережечках подвесить. Ну, красивые просто. Чудо. Швензы. Такие застежки для сережек очень мне понравились. Я уже такие покупала и сделала серьги. Решила еще взять. 2 пары выгоднее покупать, так как 1 пара дороже выходит, а 2 дешевле. Посмотрите, какие хорошенькие. И вот так вот идет в стразиках. Все. Ровненькая такая идет часть передняя. И хорошо открываются и закрываются. Да, есть люфт. Можно поджать. И здесь очень маленькое расстояние для тоненькой мочки уха, так как есть и большие такие разные расстояния. Здесь для маленькой мочки. Хорошенькие сережечки. Подвески, сердечки, вот такие малюсенькие, 7 миллиметров. Для сережек с одной стороны есть такой небольшой рисунок выдавлен. С другой стороны ровненько все. Вот такие малюсенькие, красивые. Вот такие подвесочки. Здесь есть камушки на некоторых листиках. Но на картинке не было нарисовано. Я не видела. Вот здесь еще есть петелька. Здесь крепим мы, как видите, колечко. И вот здесь вот внизу еще есть колечко, которое можно еще что-то прикрепить. Но на картинке не было. Я просто думала
будет такая подвесочка, веточка. Еще можно что-то прикрепить. Такая красивая веточка, листики. Вот такие бусинки, 4 штучки в комплекте. Я думала сначала, они вот так были на рисунке. Ну, и я думала отверстие вот посередине надевать вот так, да, на украшение. Вот так надевать между бусин. Почему-то у меня такая была мысль в голове. А оказывается, здесь на этой бусинке есть вот здесь отверстие. Вот так. И эти бусинки толстые, вот такие, посмотрите. Толщина 3 миллиметра и 12 миллиметров сам круг. Вот так выглядят такие бусины. И я думаю, можно использовать и так в украшение. И как вот я подумала. Сейчас я возьму. Но здесь не ложится бусинка, конечно. В отверстия нет такого углубления. Поэтому вот так становится бусинка. Но здесь можно придумать. Я уже сделать, как бейл использовать. Вот так поставить между бусин, а в это отверстие провести пин. Сейчас я возьму пин и вот так вот провести пин и подвесить. Здесь можно еще бусинки. К примеру, я так уже подумала, можно и так сделать. Интересно было бы. Такие бусины необычные, но красивые. Такие добротные, толстые. Это вот такие серьги, гвоздики. Стали мои любимые. Розовые я уже сделала серьги, а вот белые тоже захотелось. И здесь вот у самого основания листика есть такие прожилочки. Светло-светло-фиолетовый цвет, как вам видно, да? Те были розовые, а здесь белая эмаль и вот такие прожилочки. Рисовали, наверное, иголочкой, не знаю. Тоже красивые. Очень мне понравились эти гвоздики. Прям такие качественные серьги. Они толстые. Кто покупал уже, подтвердит, наверное, человек, кто покупал такие. Очень красивые, качественные серьги. Колечки вот такие выбрала, посмотреть, что это такое, что за качество. Как видите, здесь можно вклеить камень, а камень 10 миллиметров. Но у меня нет такого камушка. Размер можно регулировать, увеличить. Я подумала, если вышивать что-то и приклеить здесь можно. И знаете, очень плотно все это держится. Даже не могу подвигать, не двигается даже. Качество хорошее, не оторвется. Это головка, платформа это. Плотно все припаяно. И с покрытием золотым, я думаю, будет классно смотреться. Ну, если здесь вклеить какой-нибудь камень, натуральный, будет красиво. Красивое колечко, да?
Ну и можно теперь что-то вышить и снизу поставить кожаную оплеточку и придумать колечко. Хорошее качество, можно 2 кольца выбрать, 4 или 6. Ну, хорошие, мне понравились колечки, да. Вот такие подвесочки. Бантики. Тоже здесь усыпано все стразиками. Посмотрите, какая красота. На сережечки подвесить. Так, обратная сторона смотрится. Такой объемный бантик, объемный. Красивый. Для сережек. Можно 2 или больше, я не помню точно. Размеры будут, посмотрите. Красивые бантики. Вот такие серьги. Уже готовые серьги. Да, здесь посмотрите, какой гвоздик. Выполнено швенза. Не швенза, а гвоздик. Пусет называем, да? Без заглушек. Заглушек нету. Вот такая здесь петля, куда можно прикрепить. Можно это и снять, если не нравится. Здесь можно, я думаю... они нет. Здесь их не рассоединить невозможно. Они друг в друга входят, эти подвесочки, да. Но они красивые очень даже. Интересно, да, смотрится. Закрутили 2 детали между собой. Здесь они соединены вот на колечко. Я думала разъединить. Нет, не получится, наверное. Так как они между собой соединили их. Вот, видно. Такие красивые, интересные подвесочки. Необычно. Оставлю себе такие красивые серьги. Понравились. Вот такая маленькая подвесочка. Но я думаю, что это натуральный материал, ракушка, перламутр. Похоже, переливается на натуральный. И здесь 4-листник. Маленькая петелька. Можно где-нибудь подвесить. И здесь видно, вот переливается. Да, это натуральная раковина. Вот такая подвесочка малюсенькая. Вот такие швензы. Тоже их уже покупала. Очень понравились. И хорошо открываются. Но здесь, как видите, это не брак. Они и в прошлый раз приходили вот так вот. Наклон идет гвоздика. Работают, открываются они со щелчком. И здесь нет такого люфта. Так вот впереди они смотрятся. Утонченные такие, тоненькие. И красиво на ушке смотрятся тоже. Хорошенькие сережечки. Вот такие 2 подвесочки. Здесь вот, как видите, в стразиках все. Вот так сзади смотрятся. Красивые. Красивые. Можно и одну подвесить. Можно и 2 на сережке использовать. В серьгах такие. И были в цвете серебра. 20 миллиметров. Давайте посмотрим.
вместе с петелькой 22. Вот такие красивые, прекрасивые. Еще одна цепочка, но здесь уже метр цепочки, как восьмерочка. Такая резная восьмерочка. Само звено 4 миллиметра. Вот как видите, как восьмерочка. И они друг с другом соединяются. Но ее нужно будет плоскогубцами раскусывать, так как она неразъемная. Ну и крепить потом. Можно соединять в эту восьмерочку. Я пробовала уже. Проходит колечко хорошо. И можно подвесить. И посмотрите, как интересно оно смотрится. Тоже использовать где-то в украшении можно отрезками. Хорошенькая. Метр цепочки. Вот такая подвеска, очень красивая такая. Это перламутр, видно, что это натуральный. Сзади закрыто, но здесь вот как-то идет пятнышко такое припаянное. Не знаю, ну ничего страшного, я думаю. На оборотной стороне здесь бейл нужен, и подвесить можно сделать с бусинками перламутровыми, с такой подвесочкой, здесь как цветочек. И размер вместе с петелькой 27 миллиметров и на 18 миллиметров. Такая немаленькая подвесочка. По сравнению с вот этой. Красивая. Вот такие звездочки для сережек. Звездочки тоже усыпаны стразиками. Для сережек брала. И размер 18 миллиметров на 12. Хорошенькие. И последние вот такие швензы. Такая форма. Я тоже брала их. Тоже хорошие, понравились. Ну, одеваются на ушко они хорошо, удобно. Это легко открылось. Защелкиваются. Щелчок слышно. И здесь стразики впереди. Такая форма. Это я не буду раскрывать. Уже показывала несколько раз вам. Разных размеров взяла. Вот такие бусинки проставочные. Делала украшения. И у меня все они ушли. Вот такой у меня сегодня был обзор. Может быть, вам что-то понравилось, заходите, все ссылки будут под видео. Все качественное, все мне понравилось. Конечно, понравились вот эти колечки. Надо как-то взять, сесть и придумать красивый камень. Обшить, скорее всего, обшить бисером и сделать колечко. Так хочется.
попробовать, получится у меня или нет. Но у меня пальчики не тоненькие и никогда не были тонкими. Мне нужно будет раскрывать. А вот для тонких пальчиков хорошие размеры. Вот видите, у меня пальчики не тонкие. Вот так вот я раскрыла и хорошо проходит. Вот такой был сегодня обзор. Пишите комментарии, будем общаться. Мне интересно ваше мнение. Ну а если понравилось, поставьте мне пальчики. Мне будет приятно. Не забывайте на Дзен подписываться. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!